Тельцы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на декабрь 2023 года. Мы с вами посмотрим, с какими энергиями вы завершите этот годовой цикл и с какими будете входить в 2024 год. Помогут мне сегодня в этом Ленорман «Зима в Париже», а также Таро «1001 жизнь». Поэтому мы с вами приступаем. Подумайте мысленно о том, что вы себе запланировали на декабрь месяц, какие цели и задачи перед собой ставите, а мы с вами проанализируем, удастся ли вам их осуществить. Итак, общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Арканы перед вами, надеюсь, они вам хорошо видны, поэтому приступим. Итак, общие энергии месяца. У вас здесь ложится прекрасный аркан девятка монет. Но по сути, что тельцам в большей степени еще нужно? Конечно же, это вопросы финансовой стабильности, это акцент на себе любимых, это финансовые вложения в себя, это накопление, это крупные подарки, как может быть вашим близким, так и вам самим. Это целостность, это самодостаточность и понимание, по сути, структура, что вам делать дальше, как, в каком направлении дальше развиваться, потому что девятка монет – это планомерное выстраивание ваших целей или задач. Конечно же, этот аркан может отыграться в любой из сфер жизни. Наша задача проанализировать, в чем конкретно. Открываю для вас колоду, здесь ложится девятка чаш. Для некоторых это может отыграться как любовные отношения, которые вам дают стабильность, дают вам раскрытие вашего потенциала, плюс вне зависимости от того, мужчина вы или женщина, это могут быть отношения, когда вы находитесь у кого-то на содержании. Ну а в целом, если мы будем смотреть и анализировать, то это сама по себе ситуация, когда вы тратите на удовольствие, когда месяц вас радует, когда деньги приходят в большом количестве, и вы тратите их на то, что вам нравится. Это, знаете, как ни в чем себе любимом, по сути, не отказывать. Траты ваших ресурсов на те вещи, которые вас радуют и эмоционально наполняют. Даже если вы будете кому-то презентовать подарки, дары, то есть это то, что вас наполняет эмоционально. С точки зрения работы, бизнеса, у вас здесь ложится тройка чаш. Ну, начнем с того, что это такой месяц налегке. Много эмоций, общения, коопераций, поздравления, корпоративов или просто, знаете, как встречи с единомышленниками. В целом, сам по себе декабрь для вас предполагает много союзов, партнерства, общения, увеличения клиентской базы и, допустим, новые бизнес-партнеры. С точки зрения наемных сотрудников, это понимание, поощрение от коллектива, это признание, а для кого-то, если вы ищете работу, это содействие ваших знакомых в поиске работы. Конечно, для каждого из вас этот аркан может отыграться по-разному, поэтому будем сейчас смотреть и анализировать, как он будет звучать для вас. Для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может, у нас ложится четверка мечей. Это указание на то, что у вас сейчас не будет трудоустройства, но тем не менее тройка чаш говорит о том, что вы не отчаиваетесь в этой ситуации, вас устраивает текущее положение вещей, значит есть накопление и ресурсы, на которые вы здесь сможете опереться. Если анализировать ситуацию для тех, кто у нас является соискателем, то тройка чаш и семерка мечей в лучшем случае это может быть ситуация, когда вам предложат неофициальное трудоустройство, то есть вы будете получать заработную плату в конверте, или в целом то, что вам будут предлагать, вы будете понимать, это знаете, как бесплатный сыр в мышеловке. Овчинка выделки не стоит. Вы будете понимать, что здесь явно какой-то есть подвох, потому что даже дно колоды ложится карта башня. То есть вам не нужно будет принимать эти предложения по работе. Для тех же, кто у нас является наемным сотрудником, туз чаш и десятка чаш – это то, о чем я вам говорила. Это признание в коллективе, это продвижение по карьерной лестнице, это поощрение, подарки, это минуты радости, когда вы получаете знаки внимания и со стороны вашего окружения, будь то коллеги, и со стороны руководства, какую-то поддержку и просто какие-то приятные сюрпризы. В большей степени это, знаете, как период и месяц, когда много встреч,
там тимбилдинг, развлечения и какие-то рабочие мероприятия. То есть это больше, знаете, такой месяц работы налегке. Если вы владелец собственного бизнеса, то тройка чаш и колесо фортуны говорят о том, что вот, по сути, удача идет сама в руки, потому что это заявить о себе, это новый круг ваших заказчиков, это увеличение заявок, заказов, это расширение ваших возможностей, это новые партнеры, и, конечно, все это вам сулит достойный, шикарный заработок, ну и, конечно же, улучшение качества жизни. Сейчас посмотрим и проанализируем с вами финансовую сторону вопроса на декабрь месяц. И у нас здесь ложится аркан Луна. Это карта, которая говорит о сезонности, то есть это могут быть всплески по принципу то густо, то пусто, а именно, что сам по себе декабрь для вас может быть действительно таким месяцем, когда ресурсы текут к вам рекой. Ну вот, открываю для вас колоду, здесь ложится тройка монет. Да, это не за красивые глаза, за ваш труд, за ваше мастерство, но тем не менее здесь может быть денег больше, чем обычно. Я анализирую связки с теми арканами, которые у вас здесь ложатся. Но это будет, допустим, характерно непосредственно только для декабря. Но при всем при этом, поскольку у нас Луна карта нестабильности, поэтому у вас ваши расходы могут превышать ваши доходы в связи с подарками, просто с рождественскими либо новогодними праздниками, потому что здесь будет четкое желание побаловать себя любимых. Если будем смотреть состояние здоровья, шестерка жезлов – это карта победы, цели, достижения, возможностей. И здесь прекрасное самочувствие, которое вас будет подстегивать прежде всего к достижению тех целей, которых вы перед собой ставите. Более того, здесь очень много физической активности, то есть кто-то может активно приводить себя в порядок к Новому году или каким-то праздникам, потому что здесь спорт и еще раз спорт, и ваши силы и ресурсы будут позволять вам достигать целей и быть в прекрасной физической форме. Личная жизнь. Здесь у нас ложится девятка жезлов. Это, знаете, как несколько дистанцироваться. Будем смотреть от кого, зачем и почему, и с какой целью. Но это такая карта некой настороженности. Посмотрим, как она будет раскрываться для каждого из вас. Для тех, кто у нас сейчас свободен. Девятка жезлов и падает аркан звезда. Здесь как есть некая надежда на знакомство, на построение новых отношений, но вместе с тем, если смотреть, это ваше какое-то недоверие к новым партнерам или партнершам. Почему? Потому что здесь вы боитесь наново обжечься. Да, отношений вам хочется, да, какие-то знакомства будут, но в любом случае вы здесь держите дистанцию, то есть показываете, что вы не готовы бросаться с головой в омут. И если рассматривать ситуацию для тех, кто у нас состоит в любовных треугольниках, то девятка жезлов и тройка монет говорят о том, что ситуация будет без изменений. Единственный момент, что вы можете отстраниться, в принципе, от личной жизни по причине вашей загруженности на работе. Потому что тройка монет, это, знаете, как замужем за карьерой, замужем за работой или женаты на работе. Поэтому вам просто как-то вот не до личной жизни. Весь акцент на вопросах заработка и достижения цели. Смотрим с вами ситуацию для тех, кто в стабильных союзах. Что здесь? Девятка жезлов и падает карта дурак. Хочу прояснить этот аркан. Пятерка мечей. Здесь дистанцироваться от внимания извне, потому что дурак – это сама по себе ситуация, что люди, зная, что вы, допустим, не свободны, будут как-то активно к вам проявляться, потому что дурак – это всегда новое внимание, новые ухажеры или поклонницы. И помимо всего прочего, это карта, которая говорит о несерьезности намерений к вам. Поскольку вы это чувствуете, более того, у вас уже есть очаг, который вас греет, вы будете закрываться от всех вот этих вот связей и внимания извне. Если мы просмотрим с вами рекомендацию от карт, то здесь ложится восьмерка жезлов. Это карта скорости, это аркан активности. Сама по себе ситуация, где вам карты рекомендуют не откладывать что-либо на потом. То есть в рамках декабря подогнать все свои какие-то недочеты, доделать все дела, приложить максимум усилий, чтобы в Новый год войти, знаете, как максимально продуктивно. Плюс, если на декабрь месяц вы себе планировали какие-либо поездки,
переезды, смены места жительства, путешествия, то самое время. Потому что здесь эта карта предполагает много движения, общения, коммуникации, кооперации. Поэтому если вы планировали насладиться отдыхом, самое время посвятить этому время. Анализируя в целом месяц, мы видим, что для вас знаковыми будет сфера финансов. Но она у вас дестабильна, здесь все прекрасно. А сейчас посмотрим с вами неожиданность периода. Итак, крест, медведь и падает карта Луна. Дно колоды — кольцо. Арканы, которые указывают на ситуацию завершения для вас каких-либо проблемных моментов, ключевых моментов. У многих это может быть связано с родственниками, в частности, там отец, брат. То есть, если люди создавали вам какие-то проблемы, то есть эти проблемы канут в небытие. Помимо всего прочего, здесь может быть для кого-то помощь от влиятельной женщины, бабушки, матери или просто женщины, которая при хорошей должности. Если смотреть в целом, эти арканы показывают усиление ваших позиций, как завершение старого этапа. Кстати, здесь может еще быть такой аспект, как возврат долга. То есть вам могут оказать услугу в обмен на вашу помощь, которую вы оказывали ранее. Потому что даже дно колоды у вас ложится карта кольцо. Это кооперация, это сотрудничество, это новые возможности. То есть кто-то может вам вернуть долг. Не обязательно финансовый, да, то есть это какая-то помощь словом, делом, по-разному. Но тем не менее то, что даст вам стабильность. Поэтому вот такой период, вот такой месяц, на самом деле он у вас замечательный. Судя по энергиям и по тем арканам, которые здесь ложатся, пусть так и будет, я искренне в это верю. И закрою вам таковыми арканами, чтобы все шло со знаком плюс. Вас буду просить, как всегда, об обратной связи по прошествии периода, чтобы вы написали, как для вас отозвалась, отыгралась эта информация, чтобы понимать, насколько она в принципе созвучна с вами, какие перемены у вас произойдут. Благодарна вам за то, что вы остаетесь со мной, за ваши лайки, донаты, комментарии, за ваши подписки. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно это сделайте, и вы будете в курсе всех видео, которые меняют вашу жизнь в лучшую сторону.